Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! В этом видео полет в Тбилиси и обратно с пересадкой в Афинах. Ну, погнали! Как я уже сказал, лечу с пересадкой в Афинах авиакомпании Aegean Airlines. Видео начинается с Ларнаки на стойке регистрации. Приехали в аэропорт за 3 часа до вылета, думая, что стойка регистрации будет открыта, но оказалось, что нет. Сейчас показываю эскалатор, который ведет в зону прилета. В аэропорту вовсю рождественское настроение. Стоит елка и везде рождественские декорации. В итоге оказалось, что стойка регистрации открывается за 2,5 часа до вылета. Были даже автоматы самостоятельной сдачи багажа. Вечером вылетало много рейсов. Взгляд на табло, чтобы посмотреть, не задерживается ли мой рейс. В чистой зоне тоже рождественское настроение. Там даже есть своя елка. Правда, она огорожена со всех сторон, а то вдруг сломают, так же, как и в России. К сожалению, мой борт никак нельзя было увидеть из самого аэропорта, но можно было увидеть стоящий рядом борт 777-200LR авиакомпании Emirates. Ну и пора идти на борт, небольшое ускорение по проходу через телетрап. Рейс сегодня выполняет новый Airbus A321neo. Загрузка была практически полная. Места для ног на рейсе достаточно. А само кресло рассчитано для очень коротких полетов, без подголовника. А вот теперь 3 семерки Emirates открывается во всей красе. Как и всегда у Aegean, каждому пассажиру дали вот такую вот конфетку. В этот раз попалась оранжевая. Была очень вкусная. Незаметно, я даже не услышал, когда сказали «посадка окончена», нас начали буксировать. Очень быстро запустились и буквально через 2 минуты уже поехали на взлет. Вырулили на всю в огнях полосу номер 06 и начали взлет. Сразу же открылся вид на море и на город Ларнаку. Вскоре мы уже начали делать поворот в сторону Афин. Немножко про самолетную подставку для планшета. Была очень комфортная. Время в полете 1:15, и уже спустя 20 минут после взлета бортпроводники начали обслуживание. Предлагали, как и на прошлом рейсе, холодные макароны под названием «салат из макарон». На вкус нормальные. А еще был какой-то батончик Несквик. К этому также подавались напитки на выбор: вода, чай, кофе, соки. В туалете все чисто и соответствует стандартам. Чуть не забыл сказать, на борту была крутая система развлечений. Там были фильмы, аудиогиды, карта полета и много чего другого. Уже когда бортпроводники собрали мусор, зажглось табло «Пристегните ремни», и мы начали снижение для посадки в аэропорту Афин. Сама посадка была мягкая, но ничего не было видно. Потом было быстрое руление до стоянки. У телетрапа, кстати. Вообще, то, что нас поставили у телетрапа, меня сильно обрадовало, потому что в Афинах тогда было достаточно холодно. Высадка была быстрой, и дальше на трансфер к выходам международному сектору. Проверили посадочный, затем провели не сильно строгий контроль безопасности, ну и дальше поднимаемся по эскалатору в Duty Free, в котором я уже был в прошлом видео в полете из Берлина в Ларнаку. Внимание для тех, кто собирается путешествовать с Кипра. Кипр не в Шенгене, поэтому если вы хотите лететь в Шенген, то вам надо проходить паспортный контроль. Здесь в Афинах мы не проходили паспортный контроль, потому что мы летели дальше в Тбилиси. Тут в аэропорту Афин мы и поужинали. Вообще, чем больше я летаю из этого аэропорта, тем уютнее он мне кажется, хоть он и тесный. А рейс в Тбилиси вылетал в 23:30, и поэтому на рейсе в Тбилиси я уже не снимал, потому что большинство времени там спал. В 5 часов утра по местному времени мы приехали в гостиницу в Тбилиси. Называется Карвасла Хотел. Вот так выглядит номер. Вообще он достаточно красивый. Единственный минус то, что туалет не запирается. Ну а теперь начинаются мои 3/4 дня в Тбилиси. Давайте смотреть. Перед тем, как выходить на улицу, нужно обязательно немножко осмотреться по отелю. У него очень красивый современный дизайн. Мне понравилось.
Спускаюсь на первый этаж. Меня привлекла надпись «Дарбази». Что это значит? Я знаю, что на хинди «дарваза» – это значит «дверь». Пора выходить из отеля на улицу. После завтрака лучше всего начать с прогулки. Немножко по старинным зданиям. И, конечно же, обязательно пойти на самый известный мост в Тбилиси. Мне очень понравилась его архитектура. Он очень красивый. А еще к цвету этого моста идеально подходит река и осенние деревья. Так необычно идти, как будто ты в каком-то гигантском дворце. Красивый вид на реку, которая называется Кура, или по-грузински Мтквари. Решили пойти на небольшую экскурсию по реке. Тут на лодке все готово для гостей. Есть чай, кофе и даже одеяло. Всю поездку открываются очень красивые виды, а еще играет музыка, что делает атмосферу. Доехали до угла с такими домиками, у которых фундамент находится в скале. Сейчас они очень популярны для туристов. Сейчас в этих домах люди почти не живут, но я бы тут никогда не жил, потому что, представляете, выглядываешь из окна и сразу обрыв. После экскурсии мы просто пошли гулять по парку рядом. В Тбилиси днем 18 градусов, поэтому я вообще кофту снял, просто так вот хожу в одной футболке, и мне тепло. Ну тут вообще холодно для футболки немножко, но солнце сильно греет, поэтому я ее снял. В тот же самый день мы также пошли в Серную баню. Она находится на холме, поэтому, чтобы до нее дойти, нужно обязательно подниматься вверх. Но вообще, домики на дороге очень красивые. Вот так выглядит баня снаружи. Очень старинное, красивое здание. Внутри сначала по коридору, а потом сразу попадаем в наш номер. Забронировали номер на 1 час, потому что больше мы тут явно не будем. После 1 часа в бане чувствуешь себя очень расслабленным. А вообще, я еще чувствовал голод, потому что не обедал. Время пойти обедать. Зашли в ресторан с хорошим рейтингом. Внутри очень прикольный интерьер. Обязательно надо было взять традиционное грузинское блюдо – хачапури. На вкус идеально. Вечером решили немножко прогуляться по Тбилиси, но немного в другую сторону. Город меня очень сильно впечатлил. Прошлись по улице с очень старыми домами. Большинство из них заброшены, но в каких-то частях домов живут и люди. Не представляю, как там жить. Следующий день мы решили пойти на статую, возвышающуюся прямо над Тбилиси. Она называется «Мать Грузии». Сначала надо долго идти вверх по автомобильным дорогам с кирпичными зданиями и красивым видом на город. Была даже старинная телефонная будка, надо обязательно это заснять. Написано на ней «Call your wife» – «Позвони твоей жене». Вид на самый центр города. Такой красоты я не видел никогда в своей жизни. Как минимум половину красоты создают только оранжевые деревья. Вот и есть она, мать Грузии, но до нее еще долго идти. В листве деревьев в Тбилиси какой-то волшебный дух точно обитает. Прошли мимо местного православного храма и дальше, представляете, вниз. Ну да, вниз, но дальше потом мы опять пойдем высоко вверх. Все дороги из камней, по которым мы шли, были нереально красивые. Дальше мы попадаем в парк природы. Идем по красивой дороге мимо горного водопада. Когда монтировал видео, подумал, какая красота все-таки была в Тбилиси. Никогда до этого не видел мать Грузии с другой стороны, но теперь открылась такая возможность. И это все рядом с красивым горным водопадом. Ну, конечно, снять этот водопад в полной красе не очень легко, потому что стоит какой-то забор. Снимал водопад, просовывая камеру в какие-то щели в заборе. А вот и основная часть парка природы. Высокие и низкие деревья и кустики, и цветы. А еще серая бесконечная тропинка. Можно смотреть и любоваться всем. У каждого растения стоит табличка, которая рассказывает интересную информацию о растении. Этот мост я видел снизу,
А сейчас я на него буду идти. Одновременно в душе есть и страх, и нетерпение. Захожу на мост, как я уже сказал, со смешанными чувствами. Вниз можно смотреть очень долго, но не в этом суть. Суть – увидеть этот прекрасный вид. Можно увидеть и горы, и реку, и даже отель, в котором мы живем. Ну а теперь можно спускаться вниз на подъемнике. Вообще, можно было и подняться сюда на подъемнике, но хотелось побольше погулять. Поездка занимает ровно 4 минуты, потому что снимал я всю поездку и точно знаю по длине видео. В тот же самый день мы еще долго гуляли по Тбилиси, но я это все не снимал. Обязательно зайти и в метрополитен Тбилиси. Поездка стоит недорого, точно не могу вспомнить. Но я помню то, что мы долго не могли правильно купить билет. Это было из-за того, что мы долго не могли понять, где их надо покупать. Станции глубокие и короткие, чем-то похожи на Санкт-Петербург, а поезда на Санкт-Петербург не похожи. Вечером зашли в ресторан недалеко от бани, в которую ходили вчера. Вот что я себе взял. Конечно, обязательно было взять грузинский шашлык. Ну и в самый последний день мы поехали в старинный город Мцхета, который когда-то был столицей Грузии. От границы с Тбилиси Мцхета недалеко, но при этом ехать по Тбилиси нужно очень долго, потому что Тбилиси – это очень вытянутый город, больше 30 километров. В Мцхету мы поехали вместе с экскурсоводом. Всю информацию об этом вы найдете в описании. Мы ездили по разным старинным храмам, и экскурсовод нам рассказывал много чего интересного. Если хотите узнать про эти храмы, то сами поедете на эту экскурсию. Это первый храм, который возвышается прямо над Мцхетой и рекой. Но мой любимый храм все-таки был в самой Мцхете. У храма очень большая территория. Внутри я, к сожалению, не снимал, но снаружи снимать было можно. И это все выглядело так массивно и красиво. Потом мы пешком прогулялись по последнему храму нашей экскурсии, вот этому. Территория храма, как и у прошлого храма, окружена большим количеством зеленой травы. В конце экскурсии нас отвезли обратно к нашему отелю. Вот так он выглядит. В тот же день, но более-менее вечером, мы также решили съездить на другую гору на фуникулере. Вот так выглядит вход. Проезд на фуникулере не самый дорогой. А еще у фуникулера есть промежуточная станция. Заходим в фуникулер. Поскольку никого пока на станции еще не было, мы решили пойти в самую верхнюю кабинку, чтобы смотреть, как машинист ведет фуникулером. Машиниста фуникулера я не снимал, потому что было лень. Да и вряд ли было можно его снимать. Вот так выглядит все наверху. Мы решили обязательно зайти за известными грузинскими пончиками. Пончик был нереально нежный, горячий и, главное, очень вкусный. А еще все это подавалось с каким-то особенным нереальным черным чаем. А все это было рядом с гигантской телевышкой. Эту телевышку я уже показала в этом видео. Сможете вспомнить, когда? В том же месте была большая смотровая площадка с опять же видом на город. А еще закат создавал городу какую-то особенную атмосферу. Теперь пора возвращаться в отель, так как вылет уже с утра в 5:30. Так не хотелось прощаться с Тбилиси. Следующий день. Время 1:30 ночи. Приезжаем в аэропорт Тбилиси для вылета в Афины, ну и потом на Кипр. В Грузии нет контроля на входе. Не так, как в России. Внутри крохотная зона регистрации. После сдачи багажа на стойке Aegean Airlines поднимаемся по эскалатору в зону досмотра. После зоны досмотра сразу небольшое duty-free, которое, кстати, можно обойти. Также в аэропорту, рядом со всем duty-free,
есть малюсенький фудкорт. Зашли на этом фудкорте в одну из кафешек. Вот так выглядит кафе изнутри. Взял себе вот такие сырники, оказались достаточно вкусными. Сам аэропорт достаточно маленький, 0,1 гейтов или даже меньше. И еще по всему аэропорту, помимо фудкорта, раскиданы несколько кафешек. Ну и как же без самолета споттинга? Стоит борт авиакомпании Белавия, который готовится вылететь в столицу Беларуси, Минск. Следующий – самолет турецкого лоукостера Pegasus, а за ним борт авиакомпании Азимут. Вот так видно дальнюю стоянку получше. Не смог, к сожалению, разглядеть бортовые номера всех бортов, поэтому не покажу о них информацию. Борт Pegasus, который только что снял, начали буксировать. Наш самолет пока что не прилетел, но пора идти к нашему гейту и смотреть прибытие нашего самолета. Пока шел, заметил стенд с вещами, которые конфисковали у пассажиров рейсов. Вот кто пытался провести крокодила, или лося, или даже медведя? Вот кто? Ну и наконец-то прилетел борт, который будет выполнять наш рейс. Тут, в Тбилиси, у Aegean Airlines очень короткий оборот. Всего чуть больше 1 часа. Вскоре после этого было пора идти на посадку. Посадка будет через телетрап, и это хорошо, потому что в Тбилиси холодно. Ну и как всегда, встали в очередь в телетрапе. Сидим мы сегодня на первом ряду после бизнес-класса. Мне понравилось, что каждому пассажиру дали теплый плед, а также конфетку. Папа, что ты думаешь насчет шага-кресла на первом ряду? Он больше, чем на других? Больше, сильно больше. Не, ну прям реально. На прошлом рейсе было прям тесно, а тут прям больше места. А помимо этого, у каждого кресла был подголовник. Наверное, и шаг-кресел, и подголовник, потому что бизнес-класс иногда путешествует по рядам. Иногда 3 ряда бизнес-класса, иногда 4. Поэтому эти ряды иногда могут превращаться, наверное, в бизнес-класс. Вскоре после окончания посадки нас начали буксировать. Заснял также рядом стоявший борт авиакомпании Turkish Airlines. Быстро запустились и сразу же потом начали руление. На рулении мы также проехали мимо какого-то ангара для ремонта самолетов. Скорее всего, он уже не работает. Наконец-то мы вырулили на взлетно-посадочную полосу и начали разбег и взлет. Плохо видно на видео, но было видно все знакомые районы, в которых мы только гуляли. Светящаяся красным цветом штука – это телебашня, около которой мы ели пончики, помните? Начался сервис, на выбор были пирожок с курицей и с сыром. Я выбрал с курицей. Весь остальной полет прошел как-то незаметно. В Афинах только что начало светать, поэтому мы заходили в самом начале рассвета. Вижу знакомые очертания аэропорта Афин. Это значит, что уже больше половины пути на Кипр пройдено, потому что пересадка в Афинах у нас очень короткая. Час, ну может немножко больше. Вижу взлетно-посадочную полосу и понимаю, что через несколько секунд самолет коснется земли. Сели мы в Тбилиси плавно-плавно. Αγαπητοί επιβάτες, καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Το ταξίδι συνεχίζεται με τη Hertz, με όλες τις επιλογές ενοικίας διαθέσιμες για εσάς από μικρό αυτοκινητοπόλης ως SUV και ηλεκτρικό. Επίσης, αν είστε μέλος του Miles and Bonus, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μίλια σας για περαιτέρω μείωση της τιμής ενοικίας των αυτοκινήτων. Но на атмосфере объявлений в самолете не задерживаемся. Нас поставили на дальнюю стоянку, поэтому отвозили в аэропорт через автобус. Хоть стыковка у нас короткая,
Не следует никуда торопиться, потому что нас подождут точно. Поднимаемся по эскалатору в зоне Duty Free. Там ничего интересного. Тут мы уже были много раз. Идем практически сразу к нашему выходу на посадку. Пока мы были в Афинах на пересадке, в Афинах успел настать золотой час. Сейчас вы увидите, как красиво это выглядело. В этот раз наше место в середине салона. Ну и вот он, золотой час. Это выглядело так красиво. Просто. Вышел на связь капитан, объявил, что время полета составит 1 час и 25 минут. Сразу же после буксировки мы начали руление. Мне так понравился золотой час, что я снимал на протяжении всего руления. Рулили мы в конец полосы. На эту полосу, на которую мы рулим, я уже садился, когда прилетел из Ларнаки. Виды после взлета, конечно, были нереальными. Но и вскоре после взлета началось быстрое обслуживание. Каждому пассажиру вместо холодных макарон, которые обычно дают на этом рейсе, дали вот такой сэндвич. На вкус нормальный, кстати. Кстати, мы прилетели в Ларнаку не то что раньше расписания, но даже раньше, чем планировали, представляете? Открылся вид на деревню Кити, деревню, которая находится практически совсем в том месте, где аэропорт. А сама посадка была очень мягкая. Коснулись земли, душа наполняется теплом, а на лице улыбка, потому что мы прилетели домой, на Кипр. А дальше по прибытию было долгое ожидание багажа. Дорогие зрители и подписчики, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось.